Близнецы, здравствуйте! У нас прогноз для вас на ноябрь. Давайте посмотрим, что вас ждет по всем сферам жизни. Представители знака зодиака Близнецы, ноябрь месяц. На Кипре мы посмотрим сюрприз, неожиданность, получим совет от оракулов. И после расклада на Таро у нас будет прогноз на Таро Акаши для тех, кто интересуется. Близнецы, ноябрь. Что вас ждет? Первая у нас карта — это дом, семья. Что у вас там будет происходить? Дальше у нас чувства, эмоции, отношения. Профессиональная сфера, работа, карьера, бизнес. Денежные вопросы, финансы. Ну и для кого актуально — обучение, поездки. Совет, предупреждение от Таро. Ага, на дне колоды семерка мечей. Так, с чем она у нас стоит? Рыцарь мечей. Ага. Так. Здесь может быть какой-то обман и очень такое агрессивное выяснение отношений с кем-то. То ли вы кого-то на лжи поймаете, то ли вас кто-то обманет или даже подставит. Это вот, скорее всего, это что-то связано с работой и бизнесом. Да, ну карты вас предупреждают. Может быть, вам что-то пообещали, вы долго ждали, но человек, скорее всего, вас подведет. Или вы выполнили заказ, ждете свои деньги, а человек увиливает. Восьмерка говорит вот ограничения. Вы не можете не начать что-то, не... То есть вы, может быть, ждете денег, чтобы потом вложить их куда-то, а человек вот тянет, не отдает. Но мы еще эту восьмерку уточним. У кого-то здесь может быть неожиданное известие о беременности. Также еще семерка и рыцарь. Это может быть неожиданная поездка куда-то. Поездка. То ли вы ждали эту поездку, то ли наоборот вы будете как-то неожиданно для вас, и вы не планировали никуда уезжать. Это как вариант. Так, ладно, мы сейчас посмотрим. Потому что вот здесь вот дом, семья, здесь тоже какая-то или поездка на заработки, может быть, это командировка, может быть, вы сами куда-то уезжаете. Также здесь решение вопросов, покупка автомобиля, недвижимости. Может быть, это вкладываться, там, купить участок земли, дом, квартиру без отделки. То есть вот вложить деньги, чтобы они не пропали. Или уже вы целенаправленно покупаете себе. Но если это дом или квартира, скорее всего, без отделки. Да, еще придется тратиться, деньги тратить, специалиста нанимать, ну или делать самим. Давайте мы уточним. Может быть, кто-то, да, покупает автомобиль. Смотрите, если покупаете автомобиль, сделайте диагностику. Потому что, может быть, машина в плохом состоянии. Они ее всю отполируют, а что-то с ходовой не то. Ну, то есть сделайте экспертизу там, где вы доверяете людям. Вот видите, вот манипуляции, да, может быть, вот кто-то вас будет вводить в заблуждение, но у человека язык подвешен, он вам расскажет. Все вот он, маг, что он делает? Он убалтывает, забалтывает. Человек теряет внимание. Показывает фокусы, заводит автомобиль, все, поехал, все. И потом вы разочаруетесь. То есть вот вы поедете, и что-то там может сломаться. Ну, это так. Но еще это ваша активность, которая... Здесь может быть активность по поводу покупки. Восьмерка. Восьмерка может говорить о переезде. Но все-таки это эмоциональное отстранение, уход. Кто-то, я говорю, уезжает на заработки, да, но, скорее всего, в одиночестве. Вот мужчина оставляет позади себя семью. Я хочу еще восьмерку уточнить.
Мгм. Ну, оставляете семью, но делаете вы это ради эмоционального благополучия вашего дома. У кого-то решается вопрос с недвижимостью. Здесь еще маг, может быть, это какой-то специалист, который поможет вам этот вопрос решить. Но все равно вот восьмерка меня здесь напрягает. А почему? Вот все-таки эта семерка легла. Если вы что-то покупаете, продаете, подписываете какие-то документы, ну, все-таки проверьте. Не знаю, может быть, у юристов хотя бы проверьте. Так, хорошо. Ну вот смотрите, отношения, эмоции, чувства. Здесь у нас ложится туз жезлов. Здесь у кого-то возникновение нового романа, если вы были в поиске. Да, страстный такой порыв. Это новое зарождение, это страсть, любовь, притяжение. Также здесь может быть у кого-то эмоции, да, дорога. Вам нужно ехать, вы понимаете это, но вам не хочется оставлять семью. А еще это может быть начало новой работы, начало строительства дома, например. Ну, мы смотрим на отношения, у кого-то может быть известие о беременности, может быть вот неожиданное известие. Тут по семерке, то ли вы предпринимали массу усилий, чтобы забеременеть, то ли здесь неожиданная беременность. Давайте мы уточним. Туз жезлов. Да, ну тут какие-то перемены в эмоциях. Тут смотрите, если вы на пороге новой любви, шестерка может говорить, что вас что-то будет напрягать в этих новых отношениях. Или вы будете пусть колебаться, вступать, не вступать в новую любовь. Ну, может быть, вы давно в одиночестве. Или здесь какой-то дискомфорт. Может быть, знакомство через интернет. Человек где-то далеко. Кто-то уходит из одних отношений из-за того, что у вас появились другие. То есть вот может быть восьмерка — это уход из одних отношений, но здесь вы можете создать очень гармоничную семью. Здесь разговор идет уже о свадьбе. Ну, семерка, да, вот есть у вас семья там, например, или вы с кем-то живете, но у вас еще кто-то появился. Здесь вы вот отрубаете что-то из своей жизни и делаете предложение кому-то другому. Тот, кто вас долго ждал. То есть это уход от одного берега к другому. Так, сейчас. Ну, повешенный выход из любовного треугольника. Также здесь, если женщина участвовала в отношениях, была, но в любовном треугольнике, человек постоянно оттягивал принятие решения. Вот я сейчас разведусь, тянул. Вы через конфликт разрываете отношения, но из-за чего? Скорее всего, кто-то у вас появился. То есть это выйти из любовного треугольника. Работа, ну тут какие-то стесненные обстоятельства. Может быть, реально вот вы ждете, когда вам заплатят. Или здесь карта говорит, семерка, ну или обман, или коллектив поганый, или с начальником плохие отношения. Здесь конфликт. То есть конфликт из-за чего? Семерка. Вы что-то ждали, вам что-то там пообещали, повысить зарплату, продвинуть вас, еще что-то. Но, скорее всего, вы ждете, а результата нет. Еще восьмерка говорит, может быть, если это ваш бизнес, ограничения в финансах, то есть на развитие нет. Если на кого-то работаете, может быть, вам не дают проявить свои способности. Иногда карта говорит, что человек отказывается от всего ради работы, то есть от личной жизни, от каких-то удовольствий. Давайте мы здесь уточним. Смотрите, если на работе вот что-то пообещали и не делают, карта говорит, не ругайтесь. Вы это просто нужно ждать. Вот семерка, да, вы можете как-то конфликтно поругаться и хлопнуть дверью и уйти. А вам говорят, ждите, вы получите то, что вам обещали. Умеренность всегда говорит, что не надо ничего пока менять. Нужно просто набраться терпения и ждать.
Королева жезлов у нас это женщина, которая горит, да, и вот ей надо вот сразу все реализовать, у нее масса энергии, масса сил. Но умеренность говорит, не предпринимайте никаких серьезных решений, и в частности не уходите, не ругайтесь, все будет. Здесь еще может быть для женщин, да и для мужчин тоже. Может быть, королева жезлов — это ваша начальница или бизнесмен, на кого вы работаете, бизнесвумен. Или это ваш руководитель, администратор, менеджер. Вот карта говорит, что ждите, вопрос решится в вашу пользу. Но если будете ругаться, то только усложните ситуацию. Так, финансы у нас тут ложится король кубков. Здесь может быть помощь от кого-то. Но это человек, который к вам хорошо относится. Это может быть кто-то ваш родственник. Для мужчин это может быть близкий друг. Для кого-то, может быть, это траты на какого-то консультанта, это может быть врач, но это не хирург. Потом это может быть юрист, может быть, вот я говорила, здесь вы что-то оформляете, да, может быть, с кем-то надо проконсультироваться. Это еще может быть зарабатывать своими талантами, мастерством, тем, что вы умеете. Ну, давайте мы уточним. Или это, правда, помощь от кого-то? Да, это от кого-то помощь. Угу. Это может быть ваш отец. Для женщин, может быть, это супруг вряд ли. Да. Здесь помощь и поддержка. Это может быть в решении ваших домашних дел. Вот у нас паж и рыцарь. Ну, может быть, вы что-то покупаете, а восьмерка говорит о том, что не хватает вам денег, то вы можете рассчитывать на чью-то помощь. Это еще может быть предложение о каком-то бизнес-партнерстве. Или этот человек, вот у вас здесь сложности в работе, этот человек может вам предложить, может быть, вот куда-то уехать, пригласит вас, может быть, он где-то далеко. Это может быть помощь в нахождении работы. Ну, естественно, вы поедете и заработаете. Так, поездки, образование. Ну, если образование, то, скорее всего, на дому, может быть, по интернету. А поездки, то у кого-то здесь переезд. Да, смена места жительства. Может быть, вы с семьей всей куда-то отправитесь. Ну, выходные там, может быть, какую-то поездку. Но это, скорее всего, вот всем домом. Совет предупреждения. Вообще у нас шестерка кубков — это что-то связано с прошлым. Если есть какой-то человек, с которым у вас отношения, но человек не свободен, тут как бы карта говорит, не зацикливайтесь в чем-то прошлом, идите к чему-то новому. Здесь еще вот у нас шестерка всегда это какие-то планы, проекты, которые были у нас в голове, но мы их откладывали. Может быть, она говорит, вот, вспомните о каких-то ваших забытых мечтах, желаниях, которые сейчас вы можете реализовать. Ну, для кого-то здесь карта говорит, занимайтесь своим домом, своей семьей. Вот, может быть, для тех, кто переезжает. Займитесь интерьером, украшением. Создайте вот этот гармоничный очаг, в котором вам приятно будет находиться. Но еще, может быть, знаете, вот по деньгам на кого-то вы можете рассчитывать. Кто-то вам может помочь. Это может быть какие-то друзья детства, коллеги, одноклассники, одногруппники или члены нашей семьи. Хорошо, давайте мы посмотрим для вас, что нам скажет Кипер. Сюрприз, неожиданность для близнецов. В ноябре. Сюрприз, неожиданность для близнецов. Ну, мужчина какой-то обеспеченный, поможет вам, вот как подарок, решить вопрос с жильем. Еще этот человек может помочь вам добиться какого-то успеха, может быть, в работе. Вот у нас восьмерка мечей была, да, вот ограничения. И тут идет помощь от человека, может быть, какое-то предложение заработать или как-то себя проявить.
Но не забудьте, там карты сказали, что менять пока, уходить с работы с одной на другую пока не стоит. Может быть, реально вот это ограничение закончится, человек вас оценит там. Хай-он — это как залп в вашу честь. То есть вас признали как специалиста. Да, хорошо. Совет от веканского оракула для близнецов на ноябрь. Не забудьте, у нас сейчас еще будет расклад на Таро Акаши. Так, у нас пентакль, но перевернутый. Сейчас. Воспримите это как ответ «нет», о чем бы вы ни спрашивали. Если вы сомневаетесь относительно какого-либо вопроса или решения, перевернутый пентакль подтверждает правильность ваших ощущений. В этой ситуации наиболее мудрым решением будет не торопиться и подождать. Вот не торопитесь, особенно все, что связано с работой. Совет от королевы Луны. Близнецы, ноябрь. Депат. Депат — это путь. Карта говорит, что перед вами сейчас в ноябре открываются какие-то новые дороги, новые пути. Но здесь путь-то открывается, но нужно будет вот подняться вот по этой лестнице. Тут самое главное, карта говорит, наберитесь смелости и решитесь вот на эти перемены. Да. Хорошо, давайте теперь посмотрим прогноз для близнецов на ноябрь на Таро Акаши. Что хотят вам сообщить хранители хроник Акаши на ноябрь? Хроники Акаши — это хроники нашей судьбы. В этих хрониках уже прописана наша судьба в этом воплощении. Поэтому здесь мы можем получить подсказку или совет. Конечно, делайте акцент, что это расклад общий, но все равно какая-то информация будет вам полезна. Близнецы, ноябрь. Близнецы, энергия ноября. С какой энергией вы войдете в ноябрь из октября? Что у вас будет происходить? Первая декада ноября, вторая декада, третья декада. И энергии, с которой вы выйдете из ноября в декабрь. Так, сейчас подниму. Энергии, с которой вы входите в ноябрь из октября, здесь ложится третий старший аркан. Это архангел Гавриил. Гавриил. И он у вас прямой. Архангел Гавриил является божественным посланником. Это ангел общения. На своей груди он носит герб Меркурия, бога общения. Этот любящий ангел несет святые слова истины в мир и легко приносит их вам. Когда эта карта ложится прямая, она указывает на глубокую связь у вас сейчас с этим архангелом. Ваша сила самовыражения растет, вам становится намного легче общаться с другими, выражать свои чувства, может быть, даже работать над проектами, связанными с коммуникациями, такие как издательство, консультирование, обучение, преподавание, журналистика, маркетинг, телевидение, радио, блогерство. Сейчас очень хорошее время для любых из этих начинаний. Но не имеет значения, что вы делаете. Самое главное, помните о силе слов. Призовите этого архангела, он вдохновит вас, и позвольте громко заявить о себе. Первая декада ноября. Здесь у нас ложится тройка свитков. Карта называется Setting Your Course.
Кстати, ее курс — это или проложи, или установи свой курс. Да, карта у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, плывет корабль. Два человека прокладывают маршрут, а третий смотрит в позорную трубу вперед. Здесь еще и радуга. Но карта ложится перевернутой. Она может говорить, что вы не смотрите так далеко вперед, как можете. Или вы не даете возможности себе свободно двигаться вперед. Карта говорит, попытайтесь избавиться от привычки сдерживать себя. Да, здесь может возникнуть недопонимание в каком-то проекте, в дружбе или в отношениях. Или, может быть, в вашей жизни есть человек, который вводит вас в заблуждение или не справляется со своим бременем или нагрузкой. Так как на этой карте 3 человека, она говорит, что небольшой партнерский союз или объединение могут полностью распасться. Но также планы поездки или переезда могут быть отменены или изменены. А вот вторая декада ноября, здесь у нас ложится 19-й старший аркан Reflection. Reflection — это отражение. И он у вас прямой. Вот в прямом положении как раз он и говорит, что какая-то поездка или путешествия могут состояться. Это или по воде, или над водой. Но так как это старший аркан, на более важном уровне, эта карта может указывать, что сейчас у вас есть прямая связь с вашими духовными способностями. Вы сейчас лучше понимаете свои эмоции и больше размышляете о них. То есть вы осознаете разницу между интуитивным голосом, который является спокойным, уверенным, и вашими низкими эмоциями, которые являются навязчивыми и иногда основаны на страхе. Вот сейчас вам говорят, постарайтесь обрести еще большую ясность и контроль над своими эмоциями. Для этого, может быть, пришло время заняться медитациями, духовным развитием, может быть, консультированием, исцелением или другими психологическими духовными практиками, если у вас сейчас к ним есть интерес. Карта говорит, доверяйте своему внутреннему голосу, и тогда вы будете направлены к величию. А также вы будете освещены сверху. Третья декада ноября, здесь у нас ложится тройка ключей. Карта называется The Chess Game. Это шахматная партия, шахматная игра. Карта у вас прямая. Мы видим, что стоит противостояние черных и белых фигур. Есть зона отчуждения, и какие-то фигуры уже лежат поверженные на доске. Люди, которые представлены вот этими шахматными фигурами, это обычно не те, кого мы встречаем для приятного времяпрепровождения. Эта карта может показывать политический или социальный конфликт. Смотрите, это может происходить непосредственно в вашей жизни, в вашей работе, но это может относиться к тому месту, где вы живете, к той стране. То есть карта говорит, возможно, вы сейчас будете в ожидании трудных взаимодействий в окружении с людьми, таких как совет директоров, корпоративные иерархии. Здесь могут происходить сбои в управлении или конфликтные ситуации в семье. И хотя мы видим, что стороны вот четко разграничены, многие из вовлеченных в этот конфликт людей отстаивают только свои интересы. И во всем присутствует лживость и обман. Может быть, даже вы не уверены в мотивах и стратегиях каждого человека, который вот втянут в эти разбирательства. Карта говорит, для вас пришло время эмоционально, а может быть даже фактически отстраниться. Потому что чем больше вы вовлечены, чем сильнее вы удерживаете свою позицию, тем более напряженной может стать ситуация. Но даже если очень сложно, попытайтесь сохранить внутренний мир и спокойствие. Не участвуйте ни в каких баталиях, но и не позволяйте себя кому-либо обмануть. Смотрите на все хладнокровно и бесстрастно, потому что люди вокруг вас обслуживают только свои собственные дела и интересы. А для вас может прийти время в конце ноября покинуть или оставить далеко позади себя вот эту ситуацию.
Но, может быть, пока вам будет невозможно это сделать из-за каких-то обстоятельств. Поэтому будьте просто наблюдателем, понимающим, знающим, но не участвующим. И энергия, с которой вы выходите из ноября в декабрь, здесь ложится пятерка ключей, карта называется «Желания исполненные», но карта у вас перевернутая. В прямом положении мы видим дом полная чаша. Тут и хлеба, и корзины с фруктами, овощами, вина, ключи, монеты. Ну, сам дом шикарный и вид из окна потрясающий. Но когда эта карта переворачивается, она говорит, что вы можете ощущать, что ваши мечты где-то далеко. Но карта говорит, это не так все безнадежно. Просто вы должны больше работать, чтобы изменить эти обстоятельства, а также вашу реакцию на них. Не переходите в оборону, оставайтесь сильными, стойкими, даже в своих небольших победах. Самый важный ключ для получения ваших желаний исполненными – это ваша внутренняя сила. Поэтому продолжайте работать над своими мечтами, и они начнут работать для вас. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. А я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего.